Польский судья сбежал в Беларусь, как Евросоюз оштрафует Telegram, а в списке кандидатов на американские выборы пополнение. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Путин на самом деле живет в холодильнике. Команда Навального опубликовала расследование. Так что в каком-то смысле Владимир Путин и правда проводит время в холодильнике. Польское правительство ведет страну к войне, говорит беглый судья. Jest to wyraz protestu przeciwko temu, jak jest prowadzona polityka Polski wobec Białorusi i wobec Rosji. То это выражение протеста против того, как проводится политика по отношению к Беларуси и к России. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на наши каналы. И не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете оказать нам свою поддержку. Поехали. Перевести экономику и промышленность на военные рельсы, а также, возможно, объединить усилия в промышленности. Об этом говорит министр иностранных дел Украины. Кулеба предлагает усилить сотрудничество между оборонными отраслями Украины и ЕС. Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы. Министр считает, что создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках Европейского Союза, стран-партнеров и стран-кандидатов поможет избежать проблем, возникающих из-за использования различных видов оружия и боеприпасов. Похожее мнение прозвучало и со стороны еврокомиссара Тьерри Бреттона, который настаивает на том, чтобы оборонная промышленность в Европе перешла в режим военной экономики, чтобы они могли производить быстрее и больше. Когда мы приступили к разработке новой европейской оборонно-промышленной стратегии, мы с Жозепом Борреллем согласились, что объединение европейской и украинской оборонной промышленности должно быть ключевой целью. Стратегия призвана не только поддержать европейскую оборонно-промышленную готовность, но и укрепить связи между европейской и украинской оборонной промышленностью, говорит Бреттон. Как это может выглядеть хотя бы теоретически, мы попросили объяснить эксперта, политолога, кандидата политических наук Богдана Ференца. Когда, возможно, готовятся те или иные лидеры и там министры обороны к рискам, связанным с российско-украинской войной, но в то же время пока еще, я думаю, политически, да, европейские столицы не готовы переходить кардинально на экономику военного времени. Это первое. Второе, касательно объединения промышленных потенциалов. Эти дискуссии не один и не 2 года, они имеют место быть в контексте разных платформ, политических обсуждений. Это было еще до полномасштабного вторжения. Есть определенная также конкуренция внутри тех же стран ключевых европейских в военно-промышленном комплексе. Это немцы традиционно, это французы, частично британцы. То есть это также вот как бы контекст, который нужно синхронизировать. Это первое. Ну и второе, это все-таки где деньги в таких объемах находить. Учитывая то, что как бы, да, в бюджетной политике нужно перераспределять и перефокусировать также приоритеты. А это чувствительная тема, особенно в демократических обществах, где нужно переизбираться лидерам, политическим партиям, и где люди привыкли все-таки жить социальными гарантиями. Россияне пытаются выйти к населенным пунктам Курахово и Покровское, пишет главнокомандующий ВСУ на своей страничке в Facebook. Они находятся практически на границе области, что как раз входит в российские планы. От Курахова прямая трасса до Запорожья, а Покровская, бывший Красноармейск, там прямая дорога в Павлоград и Днепр. Это не значит, что близко, но само направление именно такое. Имея изначальное численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск. Наша задача в этих условиях удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу.
истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов. Сырский приказал выделить резервы и дополнительное количество ракет, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Евросоюз будет штрафовать Telegram. Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций должен стать надзорным органом, который будет регулировать работу мессенджера на всей территории Союза. Там будут следить за незаконным оборотом наркотиков, других незаконных продуктах и услугах. Об этом сообщает издание «The Standard». Польский судья попросил убежище в Беларуси. Об этом судья 2-го воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт написал в своем телеграм-канале, опубликовав также заявление об отставке, и говорит, что не согласен с действиями властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне, а народ Польши, по мнению Шмидта, выступает за мир и добрососедские отношения с Беларусью и Россией. Jeżeli chodzi o sytuację w moim kraju, Если речь идет о ситуации в моей стране, jest to wyraz protestu przeciwko temu, jak jest prowadzona polityka Polski wobec Białorusi i wobec Rosji. то это выражение протеста против того, как проводится политика по отношению к Беларуси и к России. В Польше Шмидт был вовлечен в скандал, связанный с дискредитацией судей, выступавших против судебной реформы в стране. Министр иностранных дел Польши назвал, теперь уже, наверное, бывшего судью предателем и сказал, что это шокирующий случай, вспомнив предыдущего предателя, польского военного, который попросил убежище в Беларуси и через время был найден там повешен. Джо Байден может сняться с выборов в пользу Мишель Обамы. Об этом пишет немецкое издание «Шпигель». Байден якобы может объявить о своем решении в августе на партийном съезде в Чикаго. Как сообщает издание, касательно такой рокировки уже проводятся опросы общественного мнения, и идея женщины-президента вдохновляет многих американцев. Причиной мог стать возраст Байдена. 2/3 американцев считают его слишком старым для еще одного 4-летнего срока. Дональд Трамп сейчас в том же возрасте, в котором Байден заходил на первый свой президентский срок, поэтому он тоже довольно немолод. К тому же множество судебных процессов тоже не играют на его рейтинг. Фантазии вокруг Мишель Обамы являются продуктом глубокого разочарования. Никогда раньше в истории Соединенных Штатов не соревновались два столь непопулярных кандидата. Сможет ли такая замена на финише действительно помочь демократам получить своего президента на второй срок? Мы спросили об этом у эксперта, политолога Богдана Ференца. Новость, которая связана с появлением потенциальной кандидатки Мишель Обамы, она в первую очередь характеризует желание замерить, а кто потенциально может быть следующими лидерами в демократической партии, как минимум. И у демократов, и у республиканцев есть серьезные проблемы с лидерами, которые имели бы уже то влияние, как, например, у того же Трампа, который сумел монополизировать всю республиканскую партию и стать все-таки ключевым кандидатом. Также у Байдена, который, в принципе, я думаю, пошел на эти выборы на второй срок из-за того, что Трамп выдвинул свою кандидатуру и понимая, что, в принципе, возможно, нет в среде демократической партии пока еще тех лидеров, которые бы могли быть конкурентными Трампу. Поэтому они сами, эти ключевые кандидаты, и усугубляют ситуацию в контексте политического лидерства, как у демократов, так и у республиканцев. Но в то же время, пока рано делать какие-то прогнозы, что, например, такой кардинальный крен в демократической партии, как смена кандидата, с действующего президента на жену экс-президента сможет гарантировать победу. Я бы достаточно скептически относился к таким новостям. Мишель Обаме 60, и в одном из американских таблоидов уже появлялась информация о том, что якобы они вместе с мужем предлагают Байдену снять свою кандидатуру. Премьер-министр Бельгии предлагает ввести санкции против израильских компаний. Он хочет прекратить торговлю товарами, которые израильские поселенцы производят на оккупированных территориях, такими как финики, оливковое масло и вино. Мы видим, что существует много насилия, в том числе и на оккупированных территориях. Дела идут плохо не только в Газе.
Соглашения не соблюдаются и на западном берегу, и мы видим рост насилия. Если мы хотим мира в Палестине и Израиле, мы должны двигаться в направлении концепции двух государств. Я не верю, что мы, европейские страны, можем просто сказать, что мы будем продолжать торговать продукцией, произведенной в районах, которые полностью нарушают все соглашения с международным правом. И именно поэтому мы собираемся обратиться к другим европейским странам с просьбой ввести блокаду на продукцию, которая оттуда поступает. В самом Израиле тем временем проходит День памяти жертв Холокоста в Яд Вашем, Всемирном центре памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Премьер-министр в своем выступлении поклялся защищать Израиль от, цитирую, «врагов, нацеленных на наше уничтожение». Конец цитаты. В этом году церемония проходит на фоне продолжающейся войны в Газе и протестах по всему миру, на которых время от времени появляются антисемитские слоганы. 80 лет назад, во время Холокоста, еврейский народ был абсолютно беззащитен перед теми, кто стремился нас уничтожить. Ни один народ не пришел к нам на помощь. Сегодня мы снова противостоим врагам, стремящимся нас уничтожить. Я обращаюсь к мировым лидерам. Никакое давление, никакие решения международных форумов не остановит Израиль от самозащиты. Как премьер-министр Израиля, единственного и неповторимого еврейского государства, я обещаю, что сегодня, в этот день памяти жертв Холокоста, если Израиль будет вынужден остаться один, он останется один. Но мы знаем, что мы не одиноки. Потому что бесчисленные достойные люди во всем мире поддерживают нас, поддерживают наше справедливое дело. И я говорю вам, мы победим наших врагов, устраивающих геноцид. Напоследок стало известно, что Путин действительно живет в холодильнике. Команда Навального показала, как выглядит дворец Путина изнутри. Кадры были сняты на скрытую камеру. В одном из помещений находится криосауна, которую охлаждают кратковременно до минус 110. Считается, что такая процедура продлевает молодость организма. Это криосауна. Она тебя не греет, она наоборот морозит. Температура минус 100 градусов способствует омоложению организма. Так что в каком-то смысле Владимир Путин и правда проводит время в холодильнике. Тут же и окошко есть, подсматривать, не околел ли национальный лидер. Почему так холодно? I can confirm that this attempt has been successful. I would like to congratulate you on getting... Я хочу напомнить вам, друзья, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Наши видео практически не монетизируются YouTube из-за правил этой платформы. Поэтому вы можете стать нашим спонсором, вы можете нам отправить донат, вы можете нажать на кнопочку «Супер спасибо» и тем самым нас поддержать. А также вы можете поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на наши каналы. Это тоже очень важно и помогает распространению наших видео. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.